Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Сегодня покажу вам, как сделать клетчатое плетение, как у меня на рукаве. Таким способом можно сделать любую часть изделия или даже целое изделие. Например, коктейльное платье. Все зависит лишь от вашей фантазии и желания. Итак, берем наш рукав, определяемся, какую область мы хотим вплетать. Я, например, начну отсюда. И клетку хочу шириной 3 см. Значит, наша область плетения должна быть кратной 3. То есть это может быть 9, 12, 15 и так далее. Возьму 12. Отмечаю на рукаве эту область. Теперь выкраиваем сам рукав. Для своего изделия я использовала замшевую ткань. Я ее в принципе обожаю, часто из нее шью. И в данном случае для переплетения это очень удобно, так как края можно не обрабатывать. Я буду использовать 2 цвета для наглядности. Отмечаю на рукаве область, которую буду переплетать. Припуски оставляю 1 см. На этой области отмечаю вертикальные линии, которые буду вырезать. Прорезаем вертикальные линии вот в этой области. Для начала удобно использовать лезвие, а затем продолжать ножницами. Очень важно вырезать линии ровно и аккуратно. Теперь выкраиваем часть, которую будем вплетать. Также делим ее на равные отрезки по 3 см. Горизонтально. И также оставляем припуски 1 см. Вырезаем горизонтальные линии вместе с припусками. Итак, мы имеем рукав и полоски ткани. Вплетаем. По краям фиксируем. Здесь начинали сверху вплетать, следующую начинаем вплетать снизу.
Для того, чтобы клеточки не деформировались при ношении, их нужно закрепить. Закрепим их паутинкой. Идем на утюг. Отрезаем маленькие кусочки паутинки, которые меньше, чем наш квадратик. Скрепляем клеточки. Располагаем паутинку между нашими тканями и будем приутюживать. Не обязательно скреплять все клеточки, главное скрепить основную центральную область. Боковые будут хорошо держаться за счет шва. Некоторые считают, что паутинка неэффективна и это для ленивых. А я считаю, что если это работает качественно и экономит время, то это можно и нужно использовать. Я шила плетеный рукав 2 года назад именно таким образом. И до сих пор паутинка не отклеилась ни на миллиметр. Буду использовать проутюжильник. В качестве проутюжильника можно взять хлопчатобумажную ткань. Да, держится крепко, не деформируется. Наше плетение готово. Осталось проложить шов с изнаночной стороны, и рукав готов. Это вы сможете сделать и без меня. Главное, следите, чтобы края нашей выбранной области совпадали. Поговорим о том, как сделать плетение на изделии, в котором боковая часть слишком изогнута, как, например, на спинке платья. Сейчас расскажу принцип. Во-первых, прорезать основную деталь мы будем по горизонтали и вплетать линии вертикально. Это для удобства. Вплетаем всегда более длинные отрезки. Можно прорезать основную деталь по вертикали, как мы это делали с рукавом, но тогда вместо 5-6 отрезков вам придется вплетать 20. Во-вторых, ориентируйтесь по самому короткому горизонтальному отрезку. У меня это верх спинки в районе проймы. Здесь 15 сантиметров. Допустимо прорезать линии вплоть до края изделия, но не сами припуски. Рассчитывайте ширину квадратиков таким образом, чтобы линии прорези не выбивались из края. Например, здесь у меня квадратики по 5 сантиметров каждый. Если я, например, хочу квадратики по 6 сантиметров, то делю мой самый короткий отрезок, в двойном варианте это 30 сантиметров, делю на 6. Получаем 5, значит я могу сделать 5 вертикальных отрезков. Это нечетное число, значит один отрезок я сделаю четко по центру. Но сейчас рассмотрим эту деталь с учетом квадратиков по 5 сантиметров. Внизу из-за этого возникает вот такая маленькая часть, которую надо или не надо переплетать, непонятно. Я советую эту часть не переплетать, она незначительна. Но тогда горизонтальные линии мы будем прорезать четко до этих точек, а не до припуска. Также можно поступить с областью талии, не учитывать этот кусочек. Тогда горизонтальные отрезки мы прорезаем до этих отметок, а не до припусков. И вплетаемая боковая часть будет состоять из 2 отрезков. Из вот такого, и вот этот фигурный, и вот такого. Если хотите учитывать и переплести этот кусочек на талии, то тогда прорезаем горизонтальные линии четко до припуска, и вплетаемая боковая часть будет цельной. В случае с такими большими деталями, как цельная спинка, например, лучше делать крупное плетение. Например, сантиметров 10 каждый квадратик или около того. Они и смотрятся хорошо, и как бонус можно меньше заморачиваться насчет боковых частей. Как видите, смоделировать и сделать плетение достаточно просто. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных и полезных видео. И будьте стильными!